Муслим, why not Muslim? Мне реально хочется плакать. Мечеть это как дом культуры. Много евреев в слоумо. Вы только об этом и мечтали. Can you help me? Yes. I have no idea what this is. Мне, если честно, уже не очень нравится все, что происходит. Привет, друзья! Я Миша, я в Иерусалиме, и мне до слез обидно. Мне реально хочется плакать. Я приехал в этот город, чтобы показать, как здесь мирно, бок о бок, живут друг с другом арабы, евреи, русские даже православные. И первым делом я хотел показать мечеть Аякса, одну из величайших святынь ислама. Я сам мусульманин, хотел туда зайти, и меня туда не пустили. Меня туда просто не пустили. Не пустили меня туда. Мечеть занимает большую территорию, там большой двор, и само здание тоже не маленькое. И вот на входе в двор стоят сначала еврейские полицейские, потом стоят арабские полицейские. И сначала меня остановили еврейские полицейские, они говорят: парень, ты не мусульманин. Я говорю: я мусульманин. 2 года назад я принял ислам. Они меня пропустили, и там меня тормознули уже арабские. Это не полицейские, это просто охранники. И они говорят: ты не мусульманин. Я говорю: я мусульманин. Я принял ислам 2 года назад. Они говорят: прочти шахаду. Шахада — это что-то типа клятвы о том, что Аллах единый Бог и Мухаммед пророк его. Я прочел, они говорят: мы все равно не верим, сделай намаз. С намазом у меня небольшие проблемы, я не то чтобы умею его делать, когда кто-то есть рядом, я могу сделать намаз. Но когда я один, я не знаю, как его сделать. В общем, намаз я не смог сделать, там подошли уже, толпа вокруг меня собралась, подошли другие мусульмане. Одни говорят: пропусти его, он не будет врать. Вторые говорят: посмотри на его татуировки. Мусульманам нельзя татуировки иметь, а у меня на 2 руках татуировки. Типа он не мусульманин, он обманывает. Я говорю: татуировки, они из прошлой жизни, они не из этой жизни. Говорю: то вы мои братья, просто дайте мне пройти, я хочу зайти туда. Я хотел снять, показать вам эту мечеть, начать ролик именно оттуда, но как бы в итоге человек, который принимает решение, сказал: нет, ты не пройдешь. И мне до слез обидно, вот от кого, от братьев мусульман я не ожидал такого. Мне хочется плакать, ребят, мне хочется плакать. Не знаю, что будем делать. Сейчас мы с вами прогуляемся по Иерусалиму, по его старому городу. Посмотрим, кто здесь живет, а закончить ролик, я думаю, чем-нибудь еврейским таким, прям совсем-совсем еврейским. Пока не знаю чем, но это будет круто. Пока разговаривал с вами, повеселел немного, слезы прошли, у меня реально наворачивались слезы. И погнали, в общем. Иерусалим, друзья, Иерусалим. Город древней истории. Идем. Старая часть Иерусалима — это невообразимый лабиринт. Я такое только в фильмах встречал. Узкие улочки замощены камнями, которым уже лет 1000, ну не меньше. Люди заполировали своими ногами эти камни до блеска, можно поскользнуться. Все снуют туда-сюда без остановки. Интересно наблюдать, как человеческие течения сталкиваются на перекрестках и создают хаос. Все в одной куче. Китайцы хватаются за нагрудные кошельки, боятся, что их обкрадут в суматохе. Европейцы гуськом, друг за другом, идут за гидом с тряпкой на палочке. Еврей с кудрявыми пейсами утыкается в бородатого араба. Столпотворение, настоящий Вавилон. Постепенно все просачиваются сквозь этот тромб и идут по своим делам. Кто поклониться религиозным святыням, кто купить фалафель в Пите, а кто просто сесть, погреться на теплом солнышке. Ну а мы с вами идем в мечеть Аякса. Я поднялся духом от этой прогулки по городу и надеюсь, что во 2-й раз мне удастся туда попасть. Вон там за моей спиной находятся еврейские полицейские. Они меня тоже прогоняют теперь. Все меня прогоняют. I know Шахада. Speak Шахада. In Russia. Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед пророк его. Муслим.
I wanna cry because my brothers said to Jewish police I must go out. Why? It is my old life. I'm Muslim 2 years now. Come on. Go to pray. Go to pray. Решил попробовать часть еще раз, и меня пустили. Я сказал им, что ну что это, почему вы вызываете еврейскую полицию сюда на меня, на своего брата, и они как-то смутились и пустили меня, так что теперь я в потрясающем месте, вы даже не представляете, что передо мной. Вы только посмотрите на эту красоту. Мечеть просто, это суперская, супер красивая мечеть, сейчас она блестит в лучах заходящего солнца, и выглядит это феноменально. Салям алейкум, бразерс. Повсюду стоят фонтанчики для умывания. По Корану мусульмане должны молиться 5 раз в день, и перед каждой молитвой они должны умываться. Так что ислам — это еще и самая чистая религия, не только самая миролюбивая. Мечеть Аякса — одна из главных мусульманских мечетей. Перед входом, как и в любую мечеть, нужно разуться. Внутри ковры. Можно ходить босиком, они чистые. Ходить по ним приятно. Я мечтал сюда попасть, и я смог сюда попасть. Аллах помог мне, можно сказать. Класс. Просто я выполнил еще одну свою мечту. В ожидании молитвы люди лежат на коврах. Вообще, мечеть — это как дом культуры или дом отдыха. Сюда может прийти любой человек, мусульманин, и просто посидеть здесь, полежать внутри мечети. Это просто гигантское помещение, без перегородок, без всего. Такой большой, супер гигантский актовый зал. И так выглядит каждая мечеть. Вот я и побывал, где я мечтал. Друзья, если вы хотите, чтобы я как-нибудь сделал детальный обзор мечети, не обязательно этой, возможно, в Москве, а возможно, в Грозном, где я скоро буду, поставьте лайк под этим видео. И если под видео будет 4000 лайков, я расскажу вам, что такое мечеть, для чего она нужна, чем она отличается от православной или католической церкви. Так что ставьте лайки, а мы с вами идем гулять по Иерусалиму дальше. Ребят, неожиданная встреча. Гуляю я по Иерусалиму, присел отдохнуть, и внезапно проходит Даниэль. Привет, Даниэль. Привет. Даниэль прекрасный человек. Знаете почему? Потому что он подписан на мой блог. Как и все вы. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь сейчас и сразу станете прекрасными людьми. Даниэль, как ты вообще меня узнал? Почему ты меня узнал? Да, я утром открыл YouTube, посмотреть интересно, что нового. Наткнулся на твой канал. И вот через пару часов я приехал в Иерусалим и тебя вживую увидел. Поэтому это было очень волнительно, я бы сказал. Да? Так человека смотришь в YouTube и вдруг через пару часов ты его встречаешь в своем городе. И тебе 35 лет? Да. И ты из Иркутска? И я из Иркутска. И ты уже 17 лет. полжизни живешь в Израиле. Да, вот, так что Даниэль знает про Иерусалим очень многое, гораздо больше, чем я. Так что продолжать гулять по городу мы будем с ним. Покажешь что-нибудь интересное? Конечно. Супер, погнали. Квартал ортодоксальных евреев, Меа Шарим, переводится как 100 ворот. Кстати, где ворота, Даниэль? В раю. В раю. Романтично. И здесь мы как будто попали вот в фильмы про евреев. Пейсы, шляпы. Вот все то, что мы видели с вами в фильмах про евреев, это именно здесь. Причем этот квартал, он не туристический. Здесь нету практически туристов. На мою камеру смотрят
как будто я где-то в Африке, как будто камеру никогда не видели, просто потому что здесь реально никто не снимает, никто не ходит с камерами, сюда никто не забредает. И сейчас мы с вами увидим Миа-Шариф в слоумо. Много евреев в слоумо. Вы только об этом и мечтали, я уверен. Погнали! Контрасты здесь лютые. На улице можно встретить таких ортодоксальных, как говорится, евреев с пейсами, в шляпах, которые неодобрительно смотрят, кидают злобный взгляд только потому, что у меня, допустим, рука оголена, видите? Здесь предплечье, оно не покрытое. И рядом, здесь же, можно встретить полуголых девочек еврейских, таких нео-евреек, абсолютно легкомысленных, которые подъезжают на машине рядом и начинают клеиться, прям в открытую клеиться и пытаться тебя снять. Не верите? Посмотрите сами. Но у меня есть любимая жена, Настенька, я ей не изменяю. Не изменяю. Так что нет, никаким еврейкам, арабкам и другим не светит. Друзья, давайте поговорим с вами о страховке, о медицинской страховке. Пользовались ли вы когда-нибудь ей в путешествиях или покупали только для того, чтобы получить визу? Вот здесь сейчас появится голосование, пожалуйста, проголосуйте, пользовались или нет. И если нет, то очень зря. Медицинская страховка крайне полезная вещь. С ней вы можете посещать больницы или поликлиники за рубежом, в том числе за тем рубежом, где медицина лучше, чем у нас. В Европе, в Израиле, в США. Вот и я сейчас нахожусь в Израиле и решил свою медицинскую страховку расчехлить. У меня вот на руке какое-то покраснение есть. Я не знаю, что это. Может, комар укусил, а может быть, у меня какое-то заболевание, о котором в России даже не знают. Так что я беру свою страховку в зубы и иду в израильскую поликлинику. Заодно вы узнаете, как нужно использовать страховку, если вдруг с вами что-то случилось. Погнали! Так, ну судя по карте, я на месте. Это и есть тот самый госпиталь, где меня сегодня будут обследовать и, возможно, лечить. Погнали? Госпиталь называется Хадасса. Hello. Hello. I have a little problem with my arm, and the insurance company said I should come here. לא, עוד פעם, אני לא עושה את זה, אני יודע שזה לא... Форму. Обязательно нужно заполнить форму в лучших традициях. Name. אני יודע שכל... Итак, друзья, мне оформили карточку, прям как в обычной российской поликлинике. Схема точно такая же. Дали направление к медсестре, и теперь мы ищем медсестру. Она уже решит, к какому врачу меня направить. Погнали! מטופל M39 לעמדת הטריאז'. Погнали! Hello, But just don't sell it I'm Mika. What's your name? Shmuel. Nice to meet you. Ishmael. Ishmael, okay. Yes, I want to be health. Can you help me? Yes. Yes, okay, go. I've been in Africa, Okay. Tanzania, Burundi, and other black countries. And after I have a little red dot. This? This one, yes. It's a very long time. And you're worried about it? Sorry? Are you worried about it? No worry. тебя волнует? No, a little bit, yes. Why? Because Does it hurt? I don't know what is it. What is it okay? Is it okay to ask you personal questions? Можно задавать персональные Of course. вопросы, личные вопросы. What did you do when you were in Africa?
other than just traveling? Just traveling, yes. Yeah. Just traveling? Just traveling. Any relationship with a woman or No, anything? no, No, no. nothing. So I have no idea what this is. I don't know if a dermatologist, and he was in Tanzania and places in Africa. Okay. We talk to... Okay. Again. В общем, врач обсудит то, что со мной происходит со старшими врачами, с другими врачами. То есть тут и за моей красной точки целый консилиум собирается. Договорились до того, что меня решили взять кровь. А потом придет врач-дерматолог и будет смотреть мою точку. Мне, если честно, уже не очень нравится все, что происходит. Была просто точка, но меня особо не заботило. How much liters do you want? How much what? How much liters of my blood? Not too much. Not too much. Okay, so Да, много моей крови он не взял. Will I live? will I live? Yes. Will I live? I hope so. You hope? I bless you that you should live a long and prosperous life, and that you should have many blogs. You should do many blogs, very enjoyable blogs, and you should be happy. You are a poet. Have a big family. You are a poet. You know, have many children, many grandchildren. Thank you very much. Alright. Thank you. Bye. Израильские врачи, отличные ребята, решили обследовать меня по полной, взяли кровь, взяли другие выделения и отправили к дерматологу, дали направление дерматологу. То есть из-за этой маленькой точки тут целое обследование меня провели, но вроде все хорошо, врач говорит, я буду жить, и это самое главное, значит, я дальше буду снимать ролики, под которыми вы, надеюсь, будете ставить лайки. Что я хочу сказать по этому поводу, друзья? Прием врача здесь стоит $375. Просто прием врача. 375 баксов. Разумеется, если что-то с вами случится, какая-то мелочь любая, вам все равно придется платить эти деньги, если у вас нет страховки. Поэтому все обязательно покупайте страховку. Ну, это обязательная штука для путешественников. Медицина стоит бешеных денег практически везде. В Израиле, в США, в Никарагуа, в Бразилии. Везде вам придется либо самим платить бешеные деньги, либо один раз заплатить, купив страховку еще дома, и ничего не платить вообще. Поэтому заходите на сайт Trip Insurance, ссылка внизу, и покупайте страховку. Не дай бог с вами что-то случится, а нам еще с вами путешествовать очень и очень много. Погнали дальше по Иерусалиму, друзья. Друзья, еврейский рынок. Вы знаете, что я люблю путешествовать максимально дешево. Лучше всего, если даже за еду не нужно платить. А что может быть лучше, чем не платить за еду в государстве евреев? Сейчас я буду здесь бесплатно питаться и набирать с собой еды на ближайшие несколько дней, надеюсь. Где-то килограмм фруктов мы набрали бесплатно за 5 минут хождения по еврейскому рынку. Теперь вы знаете, как есть в Израиле бесплатно. Экономим вместе с поехавшим. Друзья, от Иерусалима веет древностью. Каждый камешек здесь пропах историей. Сложно представить, что он видел за свою жизнь. Но на сегодня все. В следующем ролике мы вместе с израильтянином Даниэлем попробуем приехать в Палестину. Узнаем, что будет, если еврей приедет к арабам. И вообще, можно ли так делать? Не запрещено ли им туда ездить? Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ролик. Поставьте этому видео лайк.
Ну и расскажите друзьям, которые собираются в Иерусалим. Спасибо, что были сегодня со мной. Увидим мир вместе. Пока.